Всех приветствую, меня зовут Ева, и в данном видео я покажу, как сделать декоративные колокольчики на новогоднюю елку. Роль основы колокольчиков я отвела вот таким пластиковым бокальчиком. У них были подставки, но я их куда-то убрала и не нашла. Правда, они мне и не понадобятся. К слову, я эти бокалы когда-то покупала в пятерочке. Шилом я создаю отверстие в ножке бокала, чтобы в последующем продеть сюда нить для подвешивания игрушки. Покрываю бокал грунтом. Грунт я сначала наношу в хаотичном порядке кистью, а затем прохожусь по поверхности кусочком поролоновой губки. Затем я крашу заготовку коричневой акриловой краской. Я, кстати, не сказала, что хочу сделать колокольчики с эффектом ржавчины. Согласно, это нестандартное решение, подойдет далеко даже не каждому. Поэтому вы можете создать колокольчики тех оттенков, которые нравятся лично вам. Я вдохновилась ржавыми бубенцами, которые приобретала на AliExpress, они мои любимчики. Немного добавляю черной акриловой краски, чтобы оттенок получился более многогранным. Затем беру молотую корицу и как бы припыляю ею поверхность колокольчика с еще не подсохшей краской. Корица просто идеально подходит для создания эффекта ржавой поверхности. А если хочется более интенсивного цвета, можно использовать паприку или куркуму. Колокольчик теперь пахнет невероятно аппетитно. Кстати, корицу я не закрепляла дополнительно лаком, оставила так, как есть. Беру недлинный отрезок декоративного шнура, нанизываю бусину и концы шнура вывожу через ранее созданное отверстие в бокале. По кромке бокала приклеиваю золотистую декоративную тесьму. У себя нашла вот такой кусочек золотистой ленты, сложила ее пополам, проутюжила и прошиваю пунктирным швом. Стягиваю ленту до размера широкой части бокала. Вклеиваю оборку внутри бокала. Заполняю пустоты колокольчика мятой бумагой и вклеиваю картонный круг. Приступаю к созданию декора. Колокольчик я буду декорировать природными материалами. Первыми приклеиваю шишки. Одну по центру, а другие меньшего размера размещаю по краям от центральной. Затем размещаю коробочки гибискуса, мелкие шишки. Это коробочки мальвы. Лишь в этом году обратила на них внимание и, конечно же, собрала и высушила. Вот так примеряю материалы и формирую композицию. Что-то добавляю, что-то убираю. Это, допустим, коробочки от каштана.
А это тычинки, у меня покупные, но на канале есть видео, в котором я показывала, как можно сделать тычинки своими руками. Ссылка будет в описании. Тычинки размещаю по краям и в некоторых местах по центру. Приклеиваю звездочку бадьяна. А также размещаю золотистые ягодки. Ссылку на видео, в котором показывала, как сделать ягодки, оставлю в описании. У себя в запасах нашла вот такой элемент, и он отлично подходит для декора верхушки колокольчика. Динь-динь-динь, динь-динь-динь, колокольчик звенит. Как же я рада, что решилась стилизовать колокольчики под ржавчину. Люблю такие нестандартные решения. А еще последнее время восторгаюсь всем, что связано с простыми душевными стилями, вроде фармхаус, винтаж, прованс, кантри. Спасибо за просмотр, мне будет очень приятна ваша поддержка в виде лайка данному видео, а также небольшого комментария под ним. Можно оставить просто смайлики, но конечно же самое важное – берегите себя и своих близких. До новых встреч!